Всем привет! Я уже заранее просеяла муку и приготовим мы с вами сегодня невероятно вкусные булочки. В просеянную муку добавляю сухие быстродействующие дрожжи. Все продукты и их количество будут указаны в описании под видео. Ванилин, можно добавить ванильный сахар, соль и обязательно сахар. Хорошо перемешиваем сухие ингредиенты. В центре делаю небольшое углубление, вливаю сюда теплое, но не горячее молоко. Вот так. Сразу же отправляю сюда растительное масло, лимонную цедру. Здесь где-то чайная ложка. Натираем только желтую часть, чтобы не горчило потом. Отправляем сюда мед. Мед у меня вот такой жидкий. Если мед у вас засахарился, то на пару секунд можно отправить его в микроволновку. Тогда он получится точно такой же. И вбиваем сюда одно яйцо. Продукты обязательно должны быть теплые, не горячие и не холодные. Теперь все хорошенечко перемешиваем и будем замешивать тесто. Сначала в миске. Когда уже станет сложно вымешивать, перейдем на рабочую поверхность. Муку я больше не подсыпаю, просто смазываю руки растительным маслом. Вымешиваю тесто около 7 минут. Можно, конечно, воспользоваться миксером, но я предпочитаю вымешивать тесто руками, чтобы чувствовать его консистенцию. Тесто, кстати, очень-очень ароматное. Представьте, лимонная цедра, ванилин, мед. Вначале тесто очень липнет к рукам, поэтому руки я смазываю растительным маслом. Но в процессе вымешивания тесто перестанет липнуть. Ну вот посмотрите, 7 минут я уже вымешиваю тесто. И вот такое оно получается по консистенции. Оно, можно сказать, практически не липнет к рукам, да вообще уже не липнет. При этом оно очень мягкое и эластичное. Теперь берем миску, смазываем дно растительным маслом. Я всегда так делаю, чтобы ничего сильно к миске не прилипало. Перекладываю сюда тесто. Вот так. Сверху тесто тоже можно смазать растительным маслом, чтобы не заветривалось, не подсыхало. Миску накрываем пищевой пленкой, либо кухонным полотенцем. Миску с тестом оставляю в теплом месте для подъема примерно на 1 час. У нас в квартире тепло, поэтому будет стоять прямо на столе. Гляньте, как замечательно у меня поднялось тесто. Стояло оно 1 час. Вот такое вот пышное, воздушное. Открываем. Убираем пищевую пленку. О, какая красотища. Просто замечательное тесто. Воздушное. Прикладываю его на рабочую поверхность и слегка обминаю. Вот так. Тесто обмяли, я его для удобства раскатала в жгут и теперь делю на порционные кусочки. У меня их будет 12. Примерно одинаковые по размеру. Теперь каждый кусочек вот таким образом подкатываем в шар, чтобы у нас получился красивый, ровный шарик, ну, или колобок, как хотите, так и называйте. Вот так. Защипываю. И теперь еще на рабочей поверхности вот таким вот образом пройдусь, чтобы шарик был ровненький. Вот так. Теперь перекладываю на противень, застеленный пергаментной бумагой. Посмотрите, вот эти булочки я сформировала первыми, они моментально начинают увеличиваться в объеме. Теперь накрываем противень полотенцем и оставляем булочки для расстойки минут на 20-30. Друзья, на моем канале много рецептов вкусной домашней выпечки. Подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках. Ну а мы с вами продолжаем готовить булочки. Они у меня постояли 20 минут. Убираю полотенце
Вот такие уже красавчики пышные. Теперь булочки смазываем сболтанным яйцом. Я его перемешала с молоком. И теперь каждую булочку вот так вот хорошенечко промазываем со всех сторон. Отправляю булочки выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку до готовности. Булочки должны слегка подрумяниться. Выпекались булочки 20 минут. Посмотрите, какие симпатичные получились. Дадим булочкам полностью остыть. Лучше всего это сделать на решетке, будет быстрее. Горячие еще. Булочки мягенькие, ароматные, медовые, с лимонной цедрой. Аромат такой стоит, не представляете себе. Все, пусть булочки остывают, а мы с вами приготовим крем. Для крема я взяла хорошо охлажденные жирные сливки для взбивания. Добавляю сюда немного ванилина для аромата и сахарную пудру. Пудру добавляйте по своему вкусу. Если любите послаще, то добавляйте ее побольше. Все, начинаю взбивать до образования пиков на поверхности, до устойчивых пиков. Вот так, крем готов. Он должен быть достаточно такой устойчивый. Булочки остыли. Теперь остывшие булочки надрезаем вот таким образом, под углом примерно 45 градусов. Надрезаем не до конца, чтобы в итоге у нас получилась так называемая ракушка. Вот так. Еще чуть-чуть надрежем. Вот так нам нужно. Крем я переложила в кондитерский мешок. Теперь приоткрываю булочку и начинаю заполнять булочку кремом. Вот так изнутри. Заполняем. Здесь чуть побольше к концу. Слегка прижимаем вот таким образом. Ничего страшного, что сейчас у нас крем кое-где вылазит. И теперь либо лопаткой, либо вот таким вот скребком начинаем выравнивать. Вот так. Вот такая симпатичная булочка уже получается. Готовые булочки при подаче посыпаю сахарной пудрой. Такие вот они красивые получились, невероятно вкусные. Обязательно приготовьте по этому рецепту. Вы только посмотрите, какие аппетитные симпапульчики получились. Булочки мягкие, воздушные, с нежным кремом. Очень аппетитные, очень вкусные. Устоять невозможно. Знаете, конечно, можно взять и убрать булочки в холодильник, чтобы крем стабилизировался и чтобы вы могли потом булочку разрезать. Но как можно удержаться и не попробовать сразу же? Я не буду убирать их в холодильник, ставлю чайник. Всем желаю приятного чаепития и пока!